Да, американская музыкальная индустрия и весь западный музыкальный мир знают о Димаше. Все они знают. Все лучшие певцы всех возрастов. Да кто этот парень, они говорят. Потому что у Элвиса были невероятные песни, а также у Принца, Майкла Джексона, у Лучано Паваротти и у Куин. Но их использовали. А теперь вы можете увидеть на MTV новый вид музыки. Димаш создает новое звучание, так же как и Битлз создавали новое звучание. Какое отличное интервью! А вы знаете, сколько уже просмотров оно собрало? Я думаю, это видео набрало 60 тысяч просмотров. И вы знаете, оно до сих пор вызывает интерес у зрителей. Его смотрят снова и снова. Хорошо. А я еще хочу напомнить, что сейчас мир празднует счастливый день перемирия. Этот праздник – символ мира, который был утвержден более 100 лет назад и в честь окончания мировой войны. Это должно было стать предзнаменованием окончания всех войн в мире. Однако, как мы знаем, сумасшедшие фанатики не позволяют этому случиться. Но, по крайней мере, сегодня был мир. И я хочу сказать спасибо всем, кто писал комментарии на канале Алга Петербург. Я хочу поблагодарить Ваню и Сашу. Спасибо вам. Благодарю всех за эти невероятные комментарии, которые были в основном на русском языке. Но также есть комментарии на испанском, казахском, польском, венгерском, португальском, славянском и итальянском языках. А также писали люди из Мексики, Бразилии, Бельгии, Перу. Это было просто невероятно. Так что спасибо всем. И это я еще не всех назвал, ведь там есть и другие страны. И это очень захватывающе, то, что мы говорим о том, как Димаш объединяет мир. А музыка и спорт универсальны, они тоже объединяют мир. При этом я полностью связан с обучением музыке и спорту. Поэтому я информационный артист. Я беру информацию, а затем создаю из нее искусство. Так что спасибо за комментарии. Также скажу, что люди были довольны тем, что я понимаю американский рынок и то, что я знаю положительные и отрицательные стороны в этом деле. И для всех нас, Dears, которые действительно хотят заботиться о Димаше, важно то, что мы сначала хотим защитить его как личность, а затем его талант, потому что он невероятный. Кстати, я написал книгу об Америке. Я использовал здесь псевдоним, потому что, когда я писал книгу, я работал на корпорацию, и я не хотел смешивать две эти вещи. Чтобы они не подумали, что я пишу книгу, работая на них. Так что я использую псевдоним. Это вымышленное имя, это мой псевдоним. Но в любом случае, книга называется «Клуб А». Она про Америку. Поэтому я написал книгу об Америке в 2007 году. Я не получаю за это гонорар, потому что это бы все испортило. Так что я не сильно переживаю насчет этого. Но книга доступна в продаже. А еще у меня есть ученая степень по теме «Популярная музыка в американской культуре». Надеюсь, вы видите текст. Вы видите, здесь написано «Популярная музыка в американской культуре». Это была моя ученая степень. Так вот, эта степень по теме «Популярная музыка в американской культуре» это было мое исследование по созданию выступлений. Потому что я мог этим заниматься. При этом я еще и академик. А мы знаем, что и еще одна особенность Димаша – это то, что он академик. И он приносит миру невероятные вещи, которые очень редки. Поэтому это еще одна особенность Димаша. Он академик, он интеллектуален. И это не помешает его искусству. Получается действительно невероятный баланс. Так что я просто хочу, чтобы люди знали, откуда я родом. У меня также есть степень магистра. Давайте-ка посмотрим. Вот она. Это степень магистра, мастер обучения искусству. Вы, вероятно, этого не видите, но я пришлю картинку. Мастер обучения искусству. И я преподавал много лет. Так что спасибо за это первое интервью. И спасибо всем, кто писал комментарии на канале Алга Петербург. Это вам спасибо, нам было очень интересно побеседовать. Кстати, у нас еще есть много вопросов, о которых мы, наверное, поговорим позже. И я также знаю, что вы что-то приготовили для Dears, какой-то сюрприз. Хорошо. Если вы сможете увидеть это, то здесь цифры.
70, 10, 10, 10. Это способ понять музыкальный бизнес, а также это способ понять и любую социальную группу. Здесь указана плохая часть. Это просто абсолютное зло. Плохо, плохо, плохо. Держитесь от этого подальше. А все Deers отмечены вот здесь. Но что касается музыкальной индустрии, то хотите узнать, кто находится посередине этой шкалы? Так или иначе, может быть, есть мысли о том, кто может оказаться тут? Вот здесь, я бы сказал, в американской музыкальной индустрии часть людей, которые находятся за отметкой 80%, будут волноваться за творчество Димаша больше, чем за его деньги. А группа из этой области любит деньги больше, чем людей. И эта шкала идет от почти самого плохого до почти самого лучшего. Понимаете? Поэтому между ними такая дистанция. Но я просто хотел отметить, что все-таки есть около 20% представителей американской музыкальной индустрии, которые могут быть очень полезны. И это главная причина всего, о чем я говорю. Но затем я бы хотел сказать, что настоящий Deers находится здесь. Я раньше не знал об этом, но Ваня сказал мне, что есть такое понятие Димаш-стан. Как это правильно озвучить? Димаш-стан. Это вымышленная страна, которую Deers придумали специально для Димаша. Ну ладно. Тогда вот так выглядит его мир прямо сейчас. И он расширился до Китая и многих других частей света. Но в западную музыку ему просто необходимо прорваться. И это потому, что он так хочет. Он сам хочет этого. Некоторые люди могут сказать: хорошо, но может ему не надо это делать? Вы знаете, это не имеет никакого значения, потому что он хочет сделать это сам. И поэтому он очень мотивирован на то, чтобы ворваться туда. Этим летом он подписал контракт с американским агентством талантов в Нью-Джерси. И прямо сейчас это уже является ответом. И он хочет получить Грэмми. Поэтому, если это так, то мы хотим ему помочь. Но я хочу сказать, что сначала мы хотим помочь ему как человеку. Сначала мы хотим защитить его в некотором смысле. А музыка и искусство второстепенны для него. Если вы вспомните кого-то вроде Элвиса Пресли, и некоторые из его поклонников не защищали его, и поэтому Элвиса эксплуатировали. Он был очень застенчивым. Вне сцены это был простой, хороший парень из деревни. А затем, когда он выходил на сцену, он как будто бы оживал. Итак, продолжим. Вот отец Димаша, его мама, его бабушка, дедушка, его сестра, брат и вся его большая семья, они уже защищают его. Но Deers должны знать, что мы будем самыми лучшими Deers, если будем в первую очередь думать о его персоне, а уже потом о его невероятном музыкальном таланте. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы имеете в виду, что эти люди, они любят его за просто так, и не только за его прекрасную музыку? Абсолютно верно. И если Deers или фанаты хотели бы любить его за музыку больше, чем за его личность, тогда они делали бы ту же самую ошибку, что и плохие люди. Они тогда были бы как эксплуататоры в музыкальной индустрии. Это было бы похоже на такое: давай нам свою музыку, нам все равно, что ты хочешь, не езжай в Америку. Вы знаете, получается, что все зависит от него самого. И он отлично с этим справляется. Ерлан Бекчурин, как правильно произносить его имя? Да, Ерлан Бекчурин. Да, этот парень – большая часть всего этого. Часть Димаша. И тогда все части, которые у него есть, это его команда. И они отлично справляются. Они просто молодцы. И в интервью стало ясно, что это только то, как он достигает своей мечты об Америке и Грэмми. Deers, которые защищают его и его личность, так же как семья, хотят просто быть рядом, как можно ближе, для того, чтобы предупредить его. И они очень умны, они знают, что делают. Помните шоу The World's Best? Вероятно, это было худшим шоу талантов в мире. Но он там был великолепен. Его назвали в лучшем мире, а он сказал им нет.
Он сказал нет машине. Да, машине. Верно? Они как бы обманули его и не объяснили ему, как там все будет работать. И внезапно он конкурирует с двумя детьми. И еще выясняется, что один из них из Казахстана. Чему он был удивлен. Ну а потом они ему сообщили, что это не бесплатный этап. Они сказали, что это не бесплатный этап, потому что у них были расходы, ведь все уже было оплачено. Поэтому главная цель в первую очередь защитить его, потому что если он будет под защитой, то он сохранит свое творчество. Но мы же не хотим, чтобы все силы, идущие вот из этих областей, давили на него. Наоборот, мы хотим, чтобы эта область расширялась. Правильно?